Не бойся. Иди сюда. Давай. Иди на кушать. Иди ко мне, солнце. Давай. Всем здравствуйте, меня зовут Олег Новиков, и сегодняшняя история про двух зверят по имени Рекс и Блэк. Сразу хочу предупредить, что эта история закончилась хорошо, поэтому не переживайте. На самом деле это абсолютно две разные истории, но которые невозможно рассказывать по отдельности. И в конце видео вы поймете почему. Эта история началась с моей поездки в приют. Мне нужно было поехать в приют пофотографировать собачек. Приюту нужны фотографии для того, чтобы рекламировать собачек в интернете, для того, чтобы найти им новый дом. Я не профессиональный фотограф или что-то типа того, у меня просто есть неплохая камера. Я помогаю приюту как волонтер, выполняю для них разные поручения, иногда делаю фотографии зверят. За день до этих событий я договорился с ребятами из приюта, что приеду к ним. Аня, начальница приюта, прислала мне список собак, которых нужно сфотографировать в первую очередь. Это собачки, которые попали в приют совсем недавно, и у них нет хороших фотографий. Но в тот день все пошло не так, как было запланировано. Все пошло не по плану. Я уехал с работы пораньше и поехал в приют. Ехать в приют мне примерно минут 40. Большую часть дороги я проезжаю по скоростной трассе, потом сворачиваю на второстепенную дорогу. Я съехал со стороной трассы и остановился на первой автобусной остановке, в безопасном кармане. Я хотел переодеться в более удобную одежду перед приютом. Всегда после фотосессии с собачками я обычно весь грязный, весь затоптанный лапами. Переоделся, сижу в машине, раскладываю вещи. Поднимаю голову и вдруг вижу перед собой такую картину. В мою сторону, в сторону скоростной трассы, по обочине идет собака. Он шел медленно с опущенной головой, иногда поднимал голову и оглядывался по сторонам. Я тогда еще подумал, опущенная голова вниз, это значит ищет еду. Было видно, что он не совсем понимает, где он сейчас находится. Он шел в сторону скоростной трассы. Дальше был очень опасный участок дороги. Через пару часов будет темно, вокруг несутся машины, ничего хорошего его там не ждет. Я съехал на обочину, проехал немного вперед и остановился перед ним. Когда он увидел машину, он тоже остановился. Мне нужно было сделать так, чтобы он повернул обратно, чтобы он пошел в другом направлении, подальше от скоростной трассы. Собака похожа на овчарку, это был мальчик. Он стал гавкать и убегать от меня. Я заметил, что он немного приседает на левую лапу. Он отбежал немного и остановился, он не стал убегать дальше. Обычно испуганная домашняя собака бежит домой, а не отбегает и не останавливается на месте. Я вернулся в машину и поехал по обочине за собакой. Он продолжал стоять на месте до тех пор, пока я не вышел из машины и пошел в его сторону. Иди сюда. На. Иди ко мне. Собака не подпускала меня к себе на близкое расстояние, но в то же время он не убегал далеко. Он все время держал меня в поле своего зрения. У меня не было четкого плана, как его поймать и что с ним делать дальше. Но в данный момент самое главное, чтобы он уходил как можно дальше от трассы и от дороги. Он добежал до поворота в поля и остановился. Я подъехал ближе и как бы перегородил ему дорогу. Самое главное, чтобы он не побежал в обратную сторону. С правой стороны банановые плантации, с левой деревья и 3 ряда колючей проволоки. Он пролез между деревьями через колючую проволоку на другую сторону посадки и остановился на другой стороне. Он не стал убегать дальше, это был очень хороший знак. В этом случае голод преобладал перед страхом передо мной. Сейчас он был за колючей проволокой, он как бы был в безопасности. В безопасности от меня. Он понимал, что я не смогу перелезть на другую сторону. Но он также понимал, что у меня может быть еда. Мы стояли по разные стороны деревьев, окутанных колючей проволокой. Можно было попробовать объехать на другую сторону, но я решил этого не делать. Во-первых, я не хотел потерять его из виду. Во-вторых, я был между ним и дорогой на трассу. Пока я на этой стороне, он не сможет перебежать в сторону опасной дороги. Я попробую выманить его едой на мою сторону, хотя в тот момент это казалось просто невыполнимой задачей. До наступления темноты у меня еще есть пару часов. Буду действовать по обстоятельствам, а там посмотрим, что будет дальше. Я хочу ему помочь, и он должен это понять. Понять, что я не враг и не хочу сделать ему ничего плохого.
Я насыпал сухой еды на камень на моей стороне, так, чтобы он видел, что рядом со мной есть еда. Бросил немного еды ближе к нему, чтобы он распробовал. Он брал корм и скалился, даже несколько раз делал выпад в мою сторону, показывая мне, что это мое, я не отдам. Он охранял еду, но через какое-то время он успокоился и перестал так делать. Иди на. Иди сюда. Иди, не бойся. Иди, не бойся, иди ко мне. Иди, солнышко. Иди, малыш. Ты мой маленький. Давай, давай, выходи, выходи, выходи. Выходи, пошли, поехали. Перебраться на другую сторону у меня не было никаких шансов. Мне нужно было сделать так, чтобы он сам перешел на мою сторону. Я сидел под деревом, уговаривал его и кормил маленькими кусочками. Сейчас самое главное это не спешить. В данный момент единственный интерес у него ко мне это еда. Мне нужно было растянуть еду как можно на подольше, я не хотел, чтобы он быстро наелся и убежал. Найти его потом по темноте в этих полях будет очень сложно. Иди ко мне. Выходи, выходи, давай, выходи. Вылазь, давай, не бойся. Ну? Не иди назад, не иди назад, иди ко мне. Ну, что ты будешь делать, а? Иди сюда, на. Иди сюда, иди, на. Иди, не бойся. Иди, малыш, давай сюда, иди ко мне. Ну, выходи оттуда, выходи, вылазь, вылазь, вылазь. Давай, идем, поехали со мной. Выходи. Идем, солнышко, иди сюда. Ну не бойся ты. Не бойся. Иди сюда. Давай. Иди на кушать. Иди ко мне, солнце. Давай. Ну? Пошли, иди ко мне. Место было очень неудобное. Мне было сложно подлезть к нему из-за колючей проволоки, которая была на земле перед деревьями. Я уже не помню, сколько времени я его уговаривал. В какой-то момент я подлез под деревья и протянул руку с едой на другую сторону. Не бойся. Иди ко мне. Иди сюда, на. Иди сюда, на. На, держи. Смотри. И ты мой мальчик. Выходи, иди ко мне. Иди сюда. Иди там еще. Вылазь. Пошли. Выходи. Давай, давай, иди ко мне. Иди там. Иди там еще, иди. Вылазь. Я не могу тебя вытащить. Выходи. Выходи, иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Давай. Ну? В этот раз он не отошел в сторону. Он взял еду с руки и начал кушать. Я давал ему еду и каждый раз немного дотрагивался до собаки. Собаки очень хорошо распознают людей через прикосновение. Нужно было дать ему понять, что я не враг. Мне удалось его погладить. Прошло не так много времени, и теперь идея переманить его на другую сторону уже не казалась такой невыполнимой. Ты мой хороший. Ты мой хороший. Иди сюда. Давай еще. И мой хороший. Ну, хороший, и мой мальчик, и мой хороший мальчик, ты мой красавчик, ты такой красивый.
Ты такой красивый и худой. Идем, идем, солнце. Иди, пошли. Когда я первый раз дотронулся и погладил его по голове, я почувствовал выпирающие косточки. Несколько старых шрамов на голове, один большой шрам за правым ухом, несколько сверху на холке, несколько проколов на носу от укусов. Ну, начинаются. Выходи, давай. Иди сюда, давай. По видео это не очень видно, но он был очень худой. В какой-то момент я отодвинулся от собаки и стал наблюдать. Выходи, давай. Иди сюда. Ну, ты идешь со мной или ты будешь гавкать дальше продолжать? Собака в старом ошейнике, адресника, конечно, нет. На ошейнике старый ржавый карабин. Сразу мелькнуло в голове, наверное, били, не кормили, и он сбежал. Может, сидел на цепи и что-то охранял. Может, травили другими собаками. Сложно сказать, что с ним было раньше. Можно только догадываться. Он сидел и смотрел на меня и на еду на моей стороне. Теперь он сам должен сделать выбор. Мне оставалось только сидеть и терпеливо ждать. Через какое-то время он медленно перебрался через колючую проволоку на мою сторону и подошел к камню с едой. Сейчас самое главное его не спугнуть. Я осторожно пристегнул к нему поводок. Но радоваться было пока еще рано. Нужно еще как-то посадить его в машину. Пойдем? Пошли? Идем с тобой. Пойдем. Идем с тобой, не бойся. Пойдем, не бойся. Не бойся, не бойся, не бойся. Чего ты? Чего ты? Не бойся, не бойся, не бойся, не бойся, не бойся, не бойся. Не бойся, не бойся. Чего ты? Пошли. Не бойся. И хороший. И хороший мальчик. Пойдем со мной. Идем, не бойся. У нас еда вкусная, давай. Смотри, вкусненькая еда. Пошли, идем, пошли. Идем. Идем, малыш. Идем со мной. Да, смотри. Идем. Пошли со мной. Я заберу вот это все. Что здесь есть? Идем, машина. Не бойся. Пошли. Идем. Пошли, солнце. Идем. Я осторожно довел его до машины, он остановился и сел перед дверью. В какой-то момент он поднял голову и так на меня посмотрел. Этот взгляд я не забуду никогда. Это был взгляд прямо в душу, с одним единственным вопросом. Ты меня правда не обидишь? Чего ты, солнце? Чего ты? Ты такой худой, это просто жуть. У тебя голова вообще, сколько ты не ел? Поехали. Хорошо? Поехали. Пошли. Иди сюда, на, иди. Не оставайся здесь. Идем. Опа. Заходи, не бойся. Вы здесь, все, хвост. Мне удалось поднять его на руки и посадить в машину. Теперь он был в безопасности. Теперь все будет хорошо. Я с тобой, я тут. Все, сиди спокойно. Сиди. Алло. Миш, как дела? А я, я раньше вышел, я уже по магазину иду, только не там, где ворота, а внутри. Где ты идешь? Где тебя забрать? Ты не сможешь, наверное, меня забрать, потому что я на остановку раньше вышел и дошел уже по машине. Я не смогу туда проехать? Да, так, не надо так сюда, едь уже сразу туда. Окей. И я собаку с трассы подобрал. Когда, сейчас? Вот только что. Вот поэтому тебе не ответил. Представляешь? Серьезно? Да. Мне везет, я тебе говорю. На трассе забрал собаку. Тебя посмотришь, хороший пес. Я понял. Звони ей, я не знаю, если она места никому не подготовила, то там еще пару клеток есть свободных. Собаки удивительные существа. Мы с ним знакомы, может, всего лишь пару часов, а он уже переживает, куда я там ушел из машины. Мишка, извини, что я тебя не забрал из этого обормота.
Я разговаривал с Аней, она сказала посадить его в ту клетку, которая находится на улице, модулярная, которая, пока она не посмотрит. Ну, там, где эти все сидят сумасшедшие. Ну, долго сидят, да. Ну, там еще долго много сумасшедших сидело, но не важно. Хорошо. Я, короче, тут тебя жду. Ты уже не гавкаешь на меня? Все? Подружились? Чудо ты, а? Как бы, не будешь кусаться? Не будешь кусаться? Чего ты дрожишь так? Перестань, все хорошо? Не дрожи так. Я знаю, что тебе страшно. Ты не мало, не старый, не молодой. Все нормально, все, да? Это Миша идет. Будущий воспитатель будет. Он хороший. Ты его должен слушаться. Ты должен, мальчик, ты мальчика. Ты должен его слушаться. Понял? Ну? Отсюда, Миш, там не видно стекло, посмотри. Ё-моё! Сейчас садим с поводком? Нет, поводок мой. А твой? Ошейник его. Какой-то грязный старор. Кто это? Малинуашка? Нет, я думаю, что это немец. Думаешь, немецкая? Ну да, ты же видишь, по-моему, это не Малинова. А, Это нет. 100% не будет. Так на меня кричал, кусался, я боюсь его. Он сейчас вцепится тебе. Я говорю, это Миша, идет, ты его должен любить, а теперь твой будет воспитатель. Он так смертно. В натуре тебя укусил? Он кидался, да. У меня Ты зубы знаешь. маленькие. Он молодой, он не старый. Ну пойдем я ближе туда подъеду, чтобы его перегрузить туда. Зиберт, das ist fantastisch. Да, Мишка, я туда сдвинусь. Я. Идем туда. Миша работает в приюте уже несколько лет. Очень любит животных и очень хороший человек. Мы просканировали собаку на наличие электронного чипа, датчика на нем не оказалось. Поэтому он официально бездомный пес. Мы назвали его Рекс. Временно поместили его в карантинный вольер. Нужно было понаблюдать за ним, все ли с ним в порядке. Рекс худой и всего боится. Но кроме этого с ним все хорошо. Прихрамывание на заднюю лапу – это, судя по всему, очень старая травма. Видимых повреждений на нем больше не было. Сложно представить, что он перенес раньше. Но сейчас все будет хорошо, за него можно не переживать. Рекс в надежных руках. Рекс остался в приюте. Хорошо, что было свободное место. Я очень усталый, но довольный поехал домой. На следующий день я приеду в приют, проведаю Рекса и заодно пофотографирую собачек, потому что в этот день ничего не получилось. Через несколько часов мне написали ребята из приюта, что Рекс хорошо покушал и вроде более-менее успокоился. На следующий день я приехал в приют. Рекс меня встретил с опаской. Наверное, боялся, что я опять его куда-то повезу. А может, испугался камеры у меня в руках. Рекс, иди сюда, не бойся. Иди ко мне. Рекс, иди сюда, иди, малыш. Иди сюда, не бойся. Иди, мой мальчик. Иди ко мне, Рекс, иди сюда. Ну чего ты? Чего ты? Иди, солнце. Фотоаппарат испугался. Иди ко мне, иди сюда. Испугался фотоаппарата. Фотоаппарат положу в сторону, сейчас подойду к нему без. Боятся они всех предметов таких. Рекс, иди, мой мальчик. Иди, без него. Видишь, ничего нету. Ничего нет в руках. Иди, мой мальчик. Иди, мой мальчик. Иди, мальчик, иди. Рекс, Рекс, не бойся. Рекс, не бойся. Иди сюда. Не бойся. Не бойся. Чего ты, солнце? Испугался фотоаппарата. Чего ты? Испугался фотоаппарата. Не бойся. Все хорошо. Ты покушал, мне сказали. Да? Ты уже не так сильно боишься, как вчера. Все, чего ты? Рексу придется привыкать к новой обстановке, привыкать к нормальным людям, которые кормят и не обижают. Он привыкнет, я в этом даже не сомневаюсь. Все теперь будет по-другому. Я знаю, что теперь все будет хорошо. История вторая. Про собаку по имени Блэк. Я хочу вам напомнить то, что сказал в самом начале. Не переживайте, эти истории закончились хорошо. История собаки по имени Блэк просто не укладывается в голове. Блэк, он не мой найденыш. Его нашел человек, который просто прогуливался с собакой. Один человек приехал в лес погулять с собакой. Это такие полудикие места, лес, небольшая речка. Там практически никогда нет людей. Его собака что-то почуяла и привела его в то место, там, где сидел Блэк.
Человек был просто в шоке. Он взял телефон, хотел сделать фотографию, но у него получилось сделать односекундное видео. Вот это односекундное видео. Я максимально замедлю, чтобы вы увидели то, что там происходит. Место, в котором нашли Блэка, просто не укладывается в голове. Он сидел в какой-то норе, заваленный большим камнем. У него не было никаких шансов самостоятельно выбраться оттуда. Человек сдвинул камень, и из этой норы вылез перепуганный голодный пес. Я думаю, он просидел там несколько дней. Он был перепуган и очень сильно боялся всего вокруг. Места там дикие, так что если бы не собака на прогулке, его бы никто никогда не нашел. Так малыш Блэк попал в приют. Малыш Блэк всего боялся. И так получилось, что единственная собака, которую он не боялся, это был Рекс. В приюте Рекса и Блэка пересадили в один вольер. Они очень хорошо ладили с друг другом. Может, Блэк чувствовал защиту Рекса, и поэтому он так себя вел. Но подождите, самое интересное в этой истории еще впереди. Прошло 3 месяца с тех событий. Рекс и Блэк жили в одном вольере, они набрали вес и были абсолютно здоровы. Рекс перестал меня бояться, а Блэк был все такой же трусишка. В один из выходных я приехал в приют, как обычно, фотографировать собачек. Аня, начальница, написала список собак, которых нужно сфотографировать в первую очередь, и написала: «Не знаю как, но вы должны сфотографировать Блэка, потому что у него нет ни одной нормальной фотографии». Я говорю, ну конечно, у него нет ни одной нормальной фотографии, потому что он боится даже собственной тени. Очень сложно фотографировать собаку, которая боится. Я написал ей, что попробуем что-нибудь сделать. Чего ты испугался? Иди сюда. Блэк, иди ко мне. Чего ты испугался? Иди сюда. Иди, малыш. Иди сюда. Блэк, иди сюда. Не узнал? Камеру боится, да. Блэк. Он все боится. Иди сюда. Заходи, Миш. И в этот раз он как увидел камеру и давай обходить меня стороной. Собаку, которая боится, очень сложно фотографировать. Фото для пристройства должно максимально показывать собаку и должно быть хорошего качества. Собака должна быть веселая, с поднятой головой, а не головой опущенной вниз и перепуганными глазами. Нет никакого смысла в таких фотографиях. Такой выбежал, такую камеру увидел, опа, притормозил сразу. Иди ко мне, иди, понюхай, иди. Все, я спрятал. Я спрятал ее, я спрятал. Блэк, иди ко мне. Блэк, иди, смотри. Блэк, иди ко мне. Иди ко мне, мальчик, иди, мой мальчик, иди, мой мальчик. Иди, мой мальчик, иди, мой хороший мальчик. И, Блэк, ты чего боишься? Чего ты боишься? Чего ты боишься? Чего ты испугался? Чего ты испугался? Чего ты? Что случилось? Ну, ты боишься его, понюхай ее, смотри. На, понюхай. Понюхай, не бойся, на. Не бойся, Блэк, не бойся. Хорошо, Пытались сделать несколько нормальных фото, но все безуспешно. И тут у нас появилась идея. Давай выпустим Рекса. Он же не боится камеры. Посмотрим, может он сможет помочь. О, здравствуйте. Здравствуйте. Узнаешь? Выпустили Рекса. Рекс бегом ко мне, а Блэки смотрит, если Рекс идет, значит я могу. Сразу стал более смелый. О, ты стал подходить, да? Видишь, ко мне подходит. И ты тоже. Обезьяны, смотри. Он видит, что Рекс подходит, и тоже подошел. И Рекс, стой. Рекс. А, ты тоже стал подходить? Вот так вот, видишь? А Рекс меня не боится. В тот день у нас получилось сделать несколько более-менее нормальных фотографий, для того, чтобы приют мог рекламировать собачек и найти им новый дом. Малыш Блэк нашел свой новый дом, и Рекс тоже живет в новом доме. Но самое удивительное в этой истории произошло тогда, когда новая семья приехала забирать Блэка домой. Они увидели, как Рекс и Блэк играются на площадке, услышали их истории, и глава семейства сказал: «Мы заберем их обоих домой». Я думаю, что нельзя представить более счастливого завершения этой истории. Такое случается нечасто, но иногда случается. Сейчас Блэк и Рекс живут вместе в одном доме. У них замечательная семья. Теперь за них можно не переживать. Вот так закончилась история Блэка и Рекса. Теперь все будет хорошо. И очередной раз хочу сказать огромное спасибо ребятам из приюта, которые делают все возможное и невозможное для того, чтобы как можно быстрее найти этим бездомышам дом и своего человека.
Хочу сказать огромное спасибо тем, кто помогает бездомным животным на улице. Помогает сам, своими руками, в меру своих возможностей. Бездомным животным очень сложно выжить на улице без помощи человека. Будьте хорошими людьми настолько, насколько это возможно. А на сегодня все. Удачи всем. Берегите себя. Всем пока.